И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Сегодня мы будем смотреть гайды по Weekend Rise. А именно я хочу рассказать вам о фиолетовых и синих умениях, которые, в принципе, легко прокачиваются в игре и которые могут пригодиться. Например, нежели какие-то золотые. Также пройдем. Итак, сразу к делу. Начнем с синих. Вообще, умения делятся на несколько типов. Это сотрудничество. Тип сотрудничества – это всегда, если… Это подходит всегда для пехоты. Например, это срабатывает при основной или основной базовой атаке. Основная или базовая атака – это одно и то же. Это когда вы отрядами своими бьете кого-то. Ну, нефлунгов или вражеский отряд. То есть вам обязательно надо бить. Так, начнем. Синие умения. Я рассмотрю все умения. Сбор средств – это увеличивает эффективность сбора развернутых войск. Это умение для грузчиков, то есть он будет эффективно собирать все ресурсы. То есть универсальное умение, которое будет будет действовать и на сбор еды, и на камни, и на дерево, и на золото. Эссе о золотодобыче. Тоже для грузчиков, будет увеличивать эффективность сбора золота. Эссе о каменнодобыче. Увеличивает эффективность сбора камней развернутыми войсками, то есть камень. Все это на грузчиков. Эссе о лесозаготовке. Увеличивает эффективность сбора дерева развернутых войск. Эссе о фермерстве. Увеличивает эффективность сбора еды. Все это на грузчиков. Качать, то есть улучшать до 10 не рекомендуется. То есть просто поставил и забыл. Дальше, быстрая перевязка. Умение контратаки. Тип контратаки – это срабатывает только когда вы контратакуете. То есть когда вас бьют. В иных случаях контратака не срабатывает. Итак, когда развернутые войска получают урон от активного умения, то есть когда вас бьют активным умением герои, первым своим умением, исцеляет все ваши легкораненые войска. Коэффициент лечения очень маленький, всего лишь будет 180. Очень плохое умение, не рекомендуется его улучшать на максимум и качать до 10. Повышенный моральный дух. Тип сотрудничества. Когда развернутые войска совершают базовую атаку, то есть каждую секунду, есть шанс 10% для них получить 80 ярости. Хорошее умение, можно поставить его для набора ярости. Очень хорошо, что оно работает, может сработать каждую секунду, правда шанс очень маленький, но ярости можно получить 80. Умение на все звезды очень легко прокачивается. Покупается в таверне умений, точнее не в таверне, в магазине умений. Можно рассмотреть это умение, если у вас нету других. Французский арбалет. Тип команда. Команда – это умения, которые универсальные, срабатывают через определенное количество секунд. Каждые 15 секунд наносит прямой урон цели. Урон будет 400, если прокачать на максимум. Урон имеет шанс 50% нанести эффект сломанный клинок цели на 1 секунду. Сломанный клинок – это отключает контратаку. Умение не очень хорошее, потому что срабатывает очень-очень через продолжительное время. 15 секунд – это очень долго. Бои столько в поле могут и не длиться, а могут длиться там минуту. Это всего лишь 3 раза сработает. Не стоит на это умение вообще обращать внимание. Преследование. Тип сотрудничества. Когда ваши развернутые войска используют активное умение, то есть когда ваши герои используют первое свое умение, накладывает на цель эффект кровотечения, наносит непрерывный урон каждую секунду, в течение 2 секунд 40. Очень маленький урон. Да, можно использовать, если нет другого именно кровотечения там на Лагерте, но когда используют активное умение используют не часто, только если разгонять при набором ярости умениями. Не рекомендуется
Данное умение вообще к использованию и прокачке на максимум. Дальше. Быстрая защита. Тип контратака, то есть работает только, когда вас атакуют. Когда ваши развернутые войска получают урон от активного умения, то есть я уже говорил, когда это, увеличивает их защиту на 40% на 2 секунды. Хорошее умение, которое можно поставить на танковом отряде, если нет никаких других золотых, фиолетовых умений, которые бы подошли для этого отряда. Когда ваши развернутые войска получают урон от активного умения. Всегда идет так, что сначала первое умение использует первый герой, потом следом второй. И как раз таки это умение предотвращает урон от второго активного умения. То есть, допустим, на вас напало Верданди и Артур. Верданди использовал свое умение, нанесла урон, или Артур, если Артур стоит первый. Артур наносит меньше урона своим активным умением. Вы получили полностью там 900 единиц урона. Дальше сработала защита. Верданди атакует вас, и на 40% защита будет больше. То есть она нанесет меньше урона. Так что можно использовать его, но все равно синие умения это просто затычка, просто чтобы переждать, пока не будут другие хорошие умения. Тактический шаг. Тип команда. Каждые 15 секунд увеличивает атаку развернутых войск на 35% на максимуме, на 5 секунд. Значит, оно будет срабатывать, вы ждете первые 15 секунд, атака увеличивается на 5 секунд, и потом вы ждете уже 10 секунд. То есть, грубо говоря, каждые 10 секунд. Патриция увеличивает атаку на 35%. Не рекомендуется данное умение к улучшению на максимум. Можно его поставить в такие пачки, как Грегори или Безграничный Хобберт, чтобы увеличить урон от базовой атаки. Но если у вас нет других хороших умений. Первые будете ждать 15 секунд, что очень долго, это его минус, а дальше 5 секунд. Боевой дух. Тип команда. Наносит прямой урон один раз. Коэффициент 500 единиц урона. Цели каждые 15 секунд. Не рекомендуется к прокачке, просто наносит урон и ждать 15 секунд. Это очень-очень долго. Медленный ход. Тип сотрудничества. Когда ваши развернутые войска совершают базовую атаку, есть шанс 15% вызвать замедление цели на 30% на 2 секунды. Данное умение рекомендуется к прокачке, можно его поставить только в связке с Бьорном. Второе умение Бьорна, оно дополнительно наносит урон, когда цель замедлена. А данное умение срабатывает при базовой атаке, то есть может сработать с 15% шансом каждую секунду на 2 секунды. Защита вверх. Тип контратака. Когда ваши развернутые войска получают урон от обычной атаки, то есть если вас атакуют 5 отрядов или там 3 отряда, то с шансом 25% будет увеличивать защиту на 20% на 2 секунды. Хорошее умение для танков. Я же говорю, если вас будут бить 2 отряда, то шанс будет удваиваться, грубо. От одного отряда можно получить увеличенную защиту, и на второго тоже можно получить увеличенную защиту. По 20% на 2 секунды. То есть каждую секунду они будут меньше вас бить. Но все же это синее умение, оно хуже, чем фиолетовые. Или тем более золотые. Это просто чтобы переждать. Гимн викингов. Когда ваши развернутые войска совершают базовую атаку, есть шанс 30% увеличить их атаку на 20% на 2 секунды. Умение срабатывать может каждую секунду, шанс хороший 30%, можно поставить для увеличения базовой атаки, увеличивать атаку или просто атаки. Это лучники можно поставить, это можно поставить пехоте. Но все же это для того, чтобы просто переждать и найти новые хорошие умения. Дальше фиолетовые. Заметки о золотодобыче. Это эффективность сбора, это нагрузчиков, эффективность сбора золота. Заметки о каменодобыче тоже.
камнедобыча — это тоже сбор камня для грузчиков, лесозаготовка, фермерство — это все туда же. Это все для грузчиков. Итак, упорство. Фиолетовые умения тоже быстро прокачиваются. Тип контратака. Когда развернутые войска получают урон от активного умения, то есть это не каждую секунду, это раз в 9, раз в 8 секунд. Это если у вас нету разгона, если у врага нету разгона ярости, то есть шанс 50% на исцеление легкораненых войск, коэффициент 700. Не рекомендую данное умение к улучшению. Можно поставить, если вы играете за Иветту, но все это интуитивно. Чем больше лечения, тем больше у вас в вашем лазарете тяжелораненых. Тем более срабатывает не каждый раз, а только с 50% шансом. То очень мало. Тем более, что он будет срабатывать каждую там 8-9 секунд. Не рекомендую данное умение к прокачке. Осада. Тип сотрудничества. Когда развернутый отряд атакует цель с фланга, то есть когда вы не бьетесь друг с другом лоб в лоб, а когда вы каким-то отрядом зашли, помогаете сбоку. Нанесение автоатак. Автоатаки — это базовые атаки, которые срабатывают каждую секунду. С 50% шансом будет увеличивать атаку на 20% на 2 секунды. Не рекомендую данное умение к прокачке, потому что не всегда будет получаться зайти с фланга. Бои динамичные, враг может отойти, может атаковать вашу цель, другую, и в итоге это умение будет не срабатывать. Перерасход. Увеличивает базовый урон атаки развернутых войск на 35%. Это тип пассивный. То есть работает тип пассивный работает или с начала боя, или в течение всего боя. Итак, увеличивает базовый урон атаки, то есть базовую атаку развернутых войск, на 35%, что много. Однако в конце битвы, сначала, если не прокачано 30%, а полностью прокачано 20%, легкораненых войск будут тяжелоранеными. Не рекомендую данное умение вообще ставить на отряды или играть этими. Я объясню, что он дает. Он дает базовый урон 35%, что несоразмерно тому, что вы получите в ответ. То есть дебаф. То есть если у вас 20 тысяч легкораненых, да, будет, то от этих 20 тысяч 20% пойдут в лазарет. Усиленное преследование. Тип сотрудничества. При выполнении основной атаки, то есть базовой атаки, есть 25% шанс на максимум увеличить урон от базовой атаки развернутого отряда на 40% на 2 секунды. Если цель замедлена, урон от контратаки также будет увеличен на 40%. Данное умение можно использовать на лучниках, если у вас нету хороших умений, но все же лучше всего это умение будет работать на пехоте, а именно с Грегори с безграничным, с Хобертом. Оно прям будет хорошо разгонять и базовую атаку, которую они и так увеличивают. Тем более на 40% на 2 секунды. И с 25 может сработать каждую секунду. Ореол жертвенности. Когда развернутые войска совершают базовую атаку, то есть каждую секунду, есть шанс 20% увеличить свой базовый урон, то есть базовую атаку на 30% на 2 секунды. И снять все отрицательные эффекты. Тоже хорошее умение, которое можно в паре с усиленным преследованием поставить на Грегори или Безграничного, особенно если они в паре, чтобы увеличить урон от базовой атаки. Ответный удар. Тип контратака. Когда развернутые войска получают урон от активного умения, то есть в течение 8-9 секунд, есть шанс 50% нанести прямой урон цели 700 единиц. Умение хорошее. С учетом того, что это фиолетовое умение и оно быстро прокачивается, можно поставить на танковый отряд, который будет держать весь урон.
То есть, если вас будут бить активным умением, то будете наносить в ответ 700 единиц урона, но с 50% шансом. Это минус. Так, дальше Терновый Ореол. Тип пассивный. Он уменьшает основную атаку развернутого войска на 15%, но увеличивает его урон при контратаке на 50%. Данное умение можно использовать на пикинерах, которые увеличивают урон от контратаки, чтобы разогнать еще контратаку. Но прокачивать его на максимум не рекомендую. Первый удар. Тип пассивный. Получает 50 ярости каждую секунду в течение 30 секунд. Срабатывает сразу после входа в битвы. Хорошее умение советую прокачивать на максимум, потому что это умение из, так сказать, отдельной ветки набора ярости. То есть ставите, если хотите разогнать, чтобы ваши активные умения быстро срабатывали, то есть ставите первый удар, допустим, бешенство, и будет вам быстрое срабатывание активных умений. Но минус этого умения то, что он будет работать в течение 30 секунд. То есть он только в поле, он не будет работать, допустим, в ралли. Потому что ралли, они в основном долгие, и умение не раскроется на свой максимум. Точнее, оно перераскроется, а потом не будет работать. Чтобы это умение работало всегда, то можно менять отряды, допустим, через 30 секунд сменить цель. Тогда опять будет работать это умение. Обломок. Тип команда. То есть каждые 12 секунд, что очень долго, наносит цели урон 800, и имеет шанс 35% вызвать замедление цели на 2 секунды. Также можно поставить с Бьорном, чтобы вызывать замедление, но минус этого умения то, что он будет срабатывать каждые 12 секунд. Не всегда в поле против кого-то вы сможете так долго сражаться, тем более если вы в командных боях, то это умение максимум сработает один раз, потому что в командных боях, особенно в бой в таргет, когда вы бьете все одну цель, они очень быстро умирают, и умение не успеет сработать. Сломанная броня, тип контратаки. Когда развернутые войска получают урон от базовой атаки, то есть каждую секунду, есть шанс 15% нанести прямой урон 300 и наложить эффект беззащитность, который увеличивает получаемый урон на 5% на 2 секунды. Хорошее умение можно поставить на танковый отряд, который будет 15% шансом, это будет срабатывать от базовой атаки, то есть когда вас бьют, и наносить урон, и на 5% увеличивать получаемый ими урон. Яростная чистка. Тип контратака. Когда развернутые войска получают урон от базовой атаки, то есть каждую секунду, есть шанс 20% нанести 600 единиц урона по цели и уменьшить ярость развернутых войск на 100%. Точнее, на 100 единиц. Не рекомендуется данное умение, потому что данное умение уменьшает вашу ярость, не вражескую. То есть сначала оно будет уменьшать 25 единиц, а с учетом того, что когда развернутые войска получают урон, то есть может сработать каждую секунду, вы будете очень редко использовать свои активные умения героев, потому что не будет накапливаться ярость. Но будете наносить урон 600. Так, это уже золотые. Давай здесь еще есть. Вот они. Бесстрашный. Тип команда. Каждые 12 секунд наносит прямой урон цели 800. Очень приличный урон. Урон имеет шанс 20% увеличить атаку развернутых войск на 15% на 2 секунды. Хорошее умение, но минус того, что он срабатывает каждые 12 секунд. Я объяснял, что некоторые бои длятся быстро, а если даже и не быстро, то за минуту сработать 4-5 раз это очень мало. Так, совместное нападение. Одно из лучших, как по мне, умений, которые стоит качать на максимум.
Тип сотрудничества срабатывает с 50% шансом. Когда развернутые войска используют активное умение, есть 50% шанс нанести 800 единиц урона по цели. То есть ставите такие умения, как первый удар, бешенство, которое набирает ярость, совместное нападение, и ярость быстро набирается, активные умения быстро срабатывают, а значит и это умение начинает вслед быстро срабатывать, которое будет наносить большой урон, и шанс срабатывания тоже большой. Кровавая ярость. Тип команда. Когда у развернутых войск меньше 80% единиц, имеется в виду здоровье, есть шанс 20% каждую секунду нанести 500 единиц урона по цели. Оно срабатывает очень странно. Не рекомендую данное умение ставить. Больше я ничего не могу про это умение сказать. Так, приливная атака. Тип сотрудничества. Когда развернутые войска совершают базовую атаку, есть шанс 20% нанести прямой урон 290, а в качестве главного командира, то есть ставите его на первого командира, который вы поставили, который главный у вас, то он будет урон увеличиваться до 370. Может сработать каждую секунду с шансом 20%. Можно поставить это умение в какой-нибудь отряд, в любой. Оно будет работать. Насчет того, качать его или нет на максимум, спорно. Есть умения, которые будут лучше. Вообще из фиолетовых умений стоит прокачивать всего лишь 1-2, которые действительно вы будете долго использовать, потому что ресурсы игровые, а именно опыт умений, он очень долго зарабатывается, и опыта очень часто не хватает. Набирающие обороты. Тип команда. Наносит прямой урон один раз. Урон 850 цели каждые 12 секунд. Практически такой же, как бесстрашный. Срабатывает раз в 12 секунд, наносит просто урон. Тоже не рекомендуется данное умение к прокачке и к улучшению, потому что очень долго. Сдерживание. Тип команда. Каждые 12 секунд наносит цели прямой урон 400 и наносит эффект разоружения, то есть запрещает базовую атаку. С вражеским отрядом и дружественным войскам длится 2 секунды. То есть бесполезнейшее умение. Каждые 12 секунд оно будет запрещать вражескому отряду и вашему отряду на 2 секунды использовать базовую атаку. Можно это умение, конечно, использовать, если вы танкуете, если вас атакуют очень много вражеских отрядов, там 4-5, то, может быть, это и будет как-то применимо. Так, одиночество. Тип контратака. Когда развернутый отряд находится во фланге, его базовые атаки имеют 15% шанс нанести окружающим 250 единиц урона. Не рекомендую данное умение к прокачке, потому что непонятно, что ваш отряд должен находиться, во-первых, во фланге. Это тип контратаки, это чтобы вы понимали. Скорее всего, когда вражеский отряд находится во фланге, то есть вас бьет, его автоатаки имеют шанс 15%, что у вас работает это умение и нанесет урон. И все же у этого умения очень много нюансов его срабатывания. Не рекомендую данное умение к улучшению. Благословенное исцеление. Тип команда. Исцеляет легкораненых солдат каждые 12 секунд. Шанс на 850. Исцелялка, которую можно поставить только, например, светой. Будет каждые 12 секунд исцелять. Тоже шанс очень долго, 12 секунд. Не рекомендую данное умение к улучшению. Затухшие души. Тип сотрудничества. Когда развернутые войска используют активное умение, есть шанс 50% снизить ярость цели на 300.
Данное умение я рекомендую улучшать на максимум. Это из разряда вот совместное нападение. Берете первый удар, берете тот же, например, бешенство, затухшие души, совместное нападение и идете в бой. Если у вас, конечно, тут выбирать. Если у вас есть, допустим, убежище Одина, то, конечно, лучше бешенство, первый удар, убежище Одина и, допустим, или совместное нападение на урон, или затухшие души на снижение ярости. Быстрый урожай – это все для грузчиков и увеличивает эффективность сбора всех ресурсов. На этом я гайд закончу по умениям. Надеюсь, все было понятно. Если нет, то пишите в комментарии, я вам отвечу, что лучше качать. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в новых видео.